Она дала 3 детки, а сама погибла. И вот это не материнское растение, это детка. Но все детки были вот с такими красными листьями. Даже вот здесь еще видно, вот смотрите, красный лист. Но я пыталась все время как-то избавиться от этой красноты, ничего не получалось. Сама эта детка не росла. И года 2 назад я полила эту орхидею фундазолом. Добрый день, друзья! Сегодня хочу вам рассказать о 2 орхидеях, у которых есть детки. Всегда приятно, когда у орхидеи появляется детка, но это не связано с хорошо растущей орхидеей. Вот орхидея начинает погибать, по какой-то причине теряет точку роста, а нам хочется, чтобы у нас была такая орхидея. И потом она перераспределяет свои ресурсы и вместо цветоноса из спящей почки выращивает детку. Это всегда очень интересно, всегда приятно. Вот я обиделась на эту орхидею, даже забыла ее название. А такого указателя у меня в этом горшке нет. Но я была сильно расстроена, что орхидея потеряла точку роста. И это было давно, месяцев 8 назад. У нее осталось всего 2 листа. Когда орхидея теряет точку роста, вот верхняя часть у нее почему-то листья пропали, то есть расти она больше не будет. Вот это меня все очень расстроило. И я ее оставила даже не под лампами, рядом с лампами. И ждала, когда же появится детка. Процесс оказался очень длительным. Хотя я принимала какие-то меры для того, чтобы детка пробудилась. Я продолжала поливать орхидею. Немножко меньше, чем положено, потому что у нее осталось всего 2 листа. Испарять влагу нечем, но я ее продолжала удобрять, поливать. И осенью появилась вот эта крошечная детка. Конечно, у детки нет сейчас никаких корней, она еще очень мала для того, чтобы выпускать корни. Но есть еще одна орхидея, тоже с длительной и интересной историей. Само материнское растение, у меня даже фотографии от него не осталось. Это орхидея Радуга. Она была куплена более 5 лет назад, вот в начале, когда я начала рассказывать на ютубе о своих орхидеях. Это буквально была 1-я или 2-я покупка и обзор в магазине тогда еще Леруа Мерлен. Орхидея оказалась какой-то зараженной. Вот даже у детки еще есть красные листья. Она дала 3 детки, а сама погибла. И вот это не материнское растение, это детка. Но все детки были вот с такими красными листьями. Даже вот здесь еще видно, вот смотрите, красный лист. Деток я раздала, оставила себе всего 1. И она очень долго была в таком состоянии, с красными листьями. Она не погибала, не погибает и сейчас. Но отсушивает, конечно, листики. Но все-таки. Но я пыталась все время как-то избавиться от этой красноты, ничего не получалось. Сама эта детка не росла. И года 2 назад я полила эту орхидею фундазолом. Листья у растения не начали расти, но появилась детка. И детка без красноты на листьях. И вот эта детка уже и корни выпустила, и корни проросли в горшок, ее можно отделять. Но так как материнское растение еще не погибло, я все-таки оставляю эту детку вместе с мамой. Посмотрю еще, может быть, она еще выпустит корни. Потому что очень хорошо отделять детку, когда у нее много корней. Но бывает такое, что детки растут и на цветоносах.
И бывает прикорневые детки, очень похожие на эту, не дают корней. Что же в этом случае нужно делать? Конечно, эти орхидеи нужно удобрять. Для того, чтобы вот эта маленькая, крошечная, только начинающая расти орхидея давала корни, листья и зеленую массу, нужно обязательно применять удобрения с азотом. Я пользуюсь такими удобрениями, как акварин, растворин, фертика. Все эти удобрения имеют равное содержание азота, фосфора и калия. 18, 18, 18 плюс микроэлементы. То есть большое содержание азота – это для построения зеленых клеток растения. Фосфор – это для хорошего построения и выращивания корней. Ну и калий, конечно, это больше для цветения, но он участвует во всех процессах. И в корнях, и в зеленой массе. Это не для того, чтобы орхидея зацвела. Когда вы хотите, чтобы орхидея зацвела, калия должно быть значительно больше, чем азота и фосфора. А вот это равноценные удобрения для роста орхидеи. Я никогда не использую гормонов. Поэтому мои такие детки на орхидеях растут долго, но активно выпускают корни и наращивают зеленую массу. И еще наряду с этим удобрением я использую для полива таких орхидей аминосил, потому что аминосил содержит гуматы, тоже азот, и раз в месяц таким орхидеям я даю удобрения с гуматами. У меня это аминосил, у вас может быть любое другое удобрение с гуматами. И вот когда детки окрепнут, пустят корни, тогда их и нужно пересаживать. Не старайтесь их вырастить быстрее, чем они могут это сделать сами. Не нужно их специально стимулировать гормонами или какими-то ускорителями. Им достаточно для развития азот, фосфор, калий плюс микроэлементы. Ну, еще можно добавить гуматы. Они прекрасно вырастут, и когда у детки будет достаточное количество корней и листьев, тогда можно отделять от материнского растения, сажать отдельно и продолжать удобрять вот такими удобрениями. Так что дождемся, пока вырастет еще один лист, и я вам обязательно покажу, как я буду пересаживать и рассаживать эти орхидеи. Но я думаю, что к тому времени материнское растение все-таки отдаст все силы и, скорее всего, погибнет. Но оставит потомство обязательно. Орхидеи всегда стараются оставить после себя потомство. Или цветут для того, чтобы были семена, или же выпускают вот таких деток. Всегда стараются, чтобы род не исчез. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.